Приветствую вас, дорогие друзья. Вот с вами канал Сергей Жиши. Батарея дает нам небольшой шанс посидеть у костра, посмотреть на нашего удачи викинга, про которого меня в городе Бишкеке спросили, зачем ты снимаешь этого страшного дядю. А я говорю, это удача викинг, последний в Российской Федерации. Нет, если красивым быть, медведь сожрет. А вот так, да. Нихуя. Какие странные версии выдвигает молодой человек. Вот так вот Коля чемпион. Вот видишь, у нас в Томской области какие страшные мужики. Чтоб медведи боялись. Вот, дорогие друзья, давайте еще раз посидим, вот посмотрим на костерок удивительный. Поговорим о том, что не всегда удача нам позволяет поймать соболя. Сегодня у нас в капкан первый номер попалась мышь. И мы решили, в общем-то, не обдирать ее на морозе. Решили положить ее в рюкзак. Вот такие вот дела, дорогие друзья. На воротник надо сколько мышей, хуя. Вот. Поэтому пока мы продвигались на лыжах, удача викинг рассказывал, что применяет следующий прием для того, чтобы снег весенний, зимний не прилипал к лыжам. Он не покупает лыжную мазь, а применяет воскование либо пчелиным воском, либо парафиновой свечой. Он намазывает лыжи и лыжи охотничьи, и потом прогревает лыжи над печкой, и получается, что вот такое вот воскование применяет. И я могу сказать, что да, действительно, сегодня я испытал огромное наслаждение, когда, в общем-то, без особых приключений сделали мы весьма приличный в одну сторону, вот проверка петель и капканов, порядка, наверное, 5 километров в одну сторону от деревни. И, откровенно говоря, ну вот, к огромному сожалению, вот садится батарея. Может быть, я попробую склеить из двух кусочков, попробую склеить видео. Вот, видели волчий след, характерный тем, что волк проваливается, и видно, что не только следы, но и брюхом как бы ползет, что ли, по снегу, по глубокому. Видели следы рыси, видели следы соболя, следы зайца, видели. Ну, понятно, что соболь, лось. Вот, так что испытали огромное наслаждение. Конец зимы. Так, немножечко отойдем от костра. Вот, дорогие друзья, это у нас сегодня какое? 14 или 15? 15 марта, да? Вот такой коридор Хроноса. Вот сегодня я проснулся и 16. Сегодня утром я проснулся, дело было в Томске, и я услышал, что, значит, все вы, наверное, в курсе этой комичной ситуации, что брюхо самолета над Якутией не выдержало, и из самолета вывалось огромное количество всех золотых и серебряных слитков. Так что у нас сегодня есть повод для радости. Ну вот сейчас придем, с хозяйкой будем беседовать на эту тему. Что какое-то счастье, огромное количество якутских охотников бегали, собирали, да, эти слитки, Вова. Вот так вот. Ну вот интересно, что, например, если мы находимся в некой матрице, что нам хотела сказать эта матрица, этот язык Бога, что он нам хотел сказать, что вот перед выборами почему-то за 2 дня до выборов, вот, пожалуйста, вот брюхо самолета не выдержало, и
на якутскую землю вывалилось огромное количество золотых там каких-то и серебряных слитков. Вот о чем нам говорит эта матрица, трудно сказать. Да, это что-то с мафией связано, а мафия уже ждала. Да, мафия бессмертна. Вот так вот, дорогие друзья. Испытываю огромное удовольствие, когда приезжаю посидеть у костра. Потом. Скоро, может быть, по Насту мы сбегаем посмотреть следы лося. А может быть, не сбегаем. Впереди период, когда мы будем заниматься тем, что называется колба, черемша. Вот уже 4 или 5 мест я знаю, где произрастает этот удивительный дикий чеснок, который нам позволяет делать монетизацию какую-то. И потом начнется беготня по летнему лесу. Это кедровая живица, это корейский папоротник, это торговля на рынке рассадой, потом это июльская рыба с помощью бредня. Шишки. Ну, шишка это будет в сентябре. С 5 июля будет черника у нас. Примерно с 5-10 июля начинается черничный сезон. Потом у нас начинается с 20 июля, знаю место, где растет голубика в весьма приличных количествах. Я все это называю, когда я в соцсетях той или иной девушке говорю, хочу бросить к твоим ногам 100 гектар черники и 100 гектар брусники. И та или иная девушка как бы не совсем понимает, с каким особо одаренным, умственно отсталым гражданином имеет дело. Ну, в общем-то, действительно, с возрастом, действительно, я хочу сказать, что знаю места, где произрастает 100 гектар дикого чеснока, 100 гектар корейского папоротника, 100 гектар голубики, 100 гектар брусники. Ну, я уж не говорю, что я знаю, где там валяется на полу там 1000 гектар клюквы, 1000 гектар белого гриба. И, к огромному сожалению, еще не изобрел то, что называется, то, что, помните, да, тот анекдот, где вы видели еврея, у которого есть лопата с моторчиком. Вот нет у меня такого комбайна, который бы в огромных количествах значит, собирал кедровую шишку, белый гриб, клюкву. Обязательно покажу вам прием, с помощью которого, с помощью кружки, в 5 раз быстрее, чем руками собирают клюкву. В этом году у нас не удалось значит, побывать на клюквенном болоте в 2017 году. Ну вот, надеюсь, что в 2018 году мы обязательно побываем на болоте. Возьмем интервью у молдавского альпиниста Вити Толстяка. Вот. Раньше Витек